Друзья, всем привет из Ростова-на-Дону. Приехал я на обслуживание своего мотоцикла или макси-скутера. Ну, мы с вами сейчас отправляемся на остановку, пока его ремонтируют. Ну, не ремонтируют, делают ТО. Мы отправляемся с вами в зоопарк. У нас будет очень большой зоопарк, один из крупнейших в России. Сейчас мы идем с вами на остановку, это много людей. Нам нужно на ту сторону идти. Да, конечно, Ростов здоровенный город. Да, дорогие мои, в Ростове жара полным ходом. Подъехал я здесь поближе к зоопарку, но автобус прям туда не идет. Нам еще предстоит тут немножко 3 километра пройтись. Ну ничего, полезно. Здесь вроде такая зеленая зона. Ну это вот одно из шоссе. Видите, сколько машин. Чуть-чуть и будут пробки. Помните, вот и сейчас у нас и почти 11 часов. А мы идем через дворы сейчас в сторону зоопарка. Навигатор завел меня в джунгли. Видите, вода бежит. С горы родники, непонятно, или ручейки какие-то. Здесь у нас река Темирник. Слушайте, я думал, навигатор только машины заводит. А он, оказывается, и человека только так может завести куда-то. О, тут даже мостик вроде есть. Страшнее всего, если вброд плыть придется. А вот и мостик. В ту сторону куда-то такая хорошая дорожка пошла. А мы вот пробирались через вот эти вот кусты. Ну, пойдемте через мостик такой вот. Вода мутная, мутная. Гляньте, уточки. Вы что ждете, что я хлеб бросать буду? Видите, они здесь ручные. Ай. Большая река, широкая, но мутная, мутная. А, ну здесь же дождь был. Это у нас дождя не было. А у них дождик был. Да, вброд ее не перейдешь, большая она. И, скорее всего, еще и ила много. А вот тут уже, по идее, на той стороне и зоопарк вот начинается. Только вот вход найти нужно. Видите, уже камеры висят, забор и все такое. Здесь уже окультуренная территория такая хорошая. Пошли мы, конечно, там по такой себе территории. Велосипед стоит. Здесь что-то цветет даже. Такая вроде жара. Не знаю, может их поливают. Есть такая вот аллея идет. Я так понимаю, вот это зоопарк. Но мы сейчас у кого-нибудь спросим, где вход. Беседочки вот такие тут. У нас луганские похожие такие ставили. Да, классно здесь этот берег сделали. О, гляньте, какой тут пирс, что ли. А, можно даже эти лавочки посидеть возле речки. О, спиннинги раскладывать здесь и рыбку ловить. Вода, правда, мутная, мутная. Нас только увидела, вон удочка сразу плывет. Да, тут и типа велодорожек таких больших. Ну, конечно, здоровенный здесь парк. Сейчас пойдем, вон там вход есть какой-то, сейчас спросим. О, оказывается, мы с мостика вышли прям туда, куда надо, а пошли в... Что-то навигатор в другую сторону повел меня. Непонятно. Вот он мостик. Сейчас уже спросил, сказали, нет, вам нужно вот в эту, в обратную сторону идти. И как раз к кассам к зоопарку придете. Слушайте, ну далеко тут до входа. Может там заезд с другой, конечно, какой-то стороны есть. Вот он уже зоопарк, да, получается, идет с левой стороны.
О, наушники из ушей вытащу, а то иду, не знаю, тихо я говорю или громко. Камеры тоже, видите, везде. Ну, цивильно, убрано все. Ну, благо, что сегодня хоть не так жарко, дорогие мои. А вот, наверное, вход. Подходим потихонечку. Сборка идет. Ну, сейчас спросим. А, вон касса. И все такое. Да, это у них новый вход сделали. Вообще у них 3 входа. Мы, получается, снизу зашли. Хорошо, что спросили, а то бы сейчас кругами ходили вокруг зоопарка. Он вообще гигантский. Ну, в принципе, мы, получается, как бы снизу зашли и будем двигаться наверх. Ну, давайте панораму небольшую. Ой, ну кепку я вот не взял. Надо где-то кепку купить срочно. Так-то ехал в шлеме, жарко. Эти урны под специальные отходы. О, а здесь можно искупаться. Мы с друзьями как-то хотели сюда съездить. Но так, короче, и не выбрались сюда. Ну, теперь я, по крайней мере, сам здесь побываю. Я хотел на мотоцикле как-то сюда съездить, но думал, где же я его оставлять буду. А я вот на ТО буду оставлять и буду по Ростову гулять. Вход, кстати, 400 рублей, взрослый. Далее, сейчас покажу. Не знаю, будет видно или нет. Вот такой вот билетик со штрих-кодом. Штрих-кодом там на турникете. И идем дальше. Зоопарк, конечно, здоровенный. Он, в принципе, знаете, как большой парк, по сути. Поэтому даже не знаю, куда здесь идти. Зашли внутрь. Здесь приматы внутри где-то. Пока только запах приматов не видно. А вон вдалеке. Вон, гляньте, какая большая. Ну, сейчас на улице жарко, они все попрятались. Это, получается, эти вольеры. Мы сейчас смотрели изнутри, а это вот снаружи. На нас посмотрела и убежала. Да, здоровенный парк. А, вон еще обезьянки. Здесь вот видно вроде. А, ну это получается, мы смотрели на них изнутри. То есть можно изнутри, снаружи смотреть. Вон они лазят. Сейчас ближе подойдем. И вверху в теньке прячутся там. Так это у нас восточный колобус. Зоопарк, прям не знаю даже куда идти. Ну вот, знаете, самый большой недостаток здесь, я вижу, нету информационных щитов. И нету каких-то бы вот стрелок, знаете, вот на асфальте, чтобы вот какой-то маршрут был, чтобы человек зашел и как-то опосредованно все обошел и все посетил. А так идешь и не поймешь, думаешь, в какую сторону, куда ты идешь, куда ты попал, вот озеро какое-то. А, ну здесь, видимо, вчера был дождь, у нас не было. Водичка поэтому мутная. Вон дельфинчики. Вдалеке динозаврик. В общем, иду куда-то, пока только обезьянок и то немножко видел. А ну вот здесь вот должны быть пеликаны и лебеди, но они где-то прячутся. Он что-то на деревьях сидит, не знаю. Жарко. Да, он кто-то вон в деревьях сидит. Вот подошли к динозаврику поближе. Здесь такие вот фонтанчики бьют. Ну, тенечки возле воды, конечно, хорошо. Наконец-то какая-то живность. Вон, гляньте, уточки плавают. О, гляньте, черненькие, беленькие. А то все как-то далеко.
Не видно ничего. Ну, парк в любом случае большой, классный. Так. Запрещено купание и ловля рыбы. Интересно, здесь что, рыба есть? Видите? Лебеди. А, это маленькие у них эти птенцы, получается. Гляньте еще. Гадкий утенок. Помните сказку? Ну, рядом вон и уточки. А вот это еще, видите, неоперившиеся лебеди такие, страшненькие. Скорей! О, гляньте, какой паровозик едет. Но он хоть в отличие от парка Лага не гремит, а видите, электрический, тихий, с поворотом, ничего себе. Работа берешь и возишь детишек с родителями. А вот здесь, кстати, какие-то указатели появились, друзья мои. Но я, видимо, зашел так как не с того входа. У меня указателей не было. И сейчас хожу кругами, я уже просто, в принципе, запутался. Знаете, где юг, где север. Вон опять уточки, птенцы. Га-га-га. Гуся-гуся, га-га-га. А, это мы с вами вышли назад к приматам. Ну, будем сейчас идти, значит, в другую сторону. О, а здесь волки живут. Вон, гляньте. Волчок. Вон они идут, волчки. Большие. Привет. Ну, сейчас понятно, что они, конечно, облезшие. Сейчас жара стоит. А зимой, наверное, они красивые, пушистые. О, байбаки. Получается, сурок, что ли, вылез весна? Они же не сурка же устраивают. Ну, они, наверное, родственники. Да, родственники стопудово. На. Толстенький. А, ну, это или обыкновенный сурок. Откормлены. Чем филя. А вон еще один. Он когда еле передвигается. Толстенькие. Норки, видите, весь скопано все. Я сколько выкопала. Байбак или обыкновенный сырок, оказывается, то есть это одно и то же. А я думал, что это немножко разное. Так, а здесь где-то... А здесь кто у нас? Здесь у нас пумы. Только вот пуму пока не видно. Да, вот надо, чтобы и в Луганске зоопарк, вот в парк Горького переместили, сделали бы там отдельную территорию. Конечно, классно, когда зоопарк вот такой большой, широкий. А вон где-то в тенечке пума лежит. Ну, пуму Месси, наверное, все на ютубе видели. Сейчас подойдем, посмотрим. О, какая большая. А еще на жирафов посмотрим. Вот здесь кого-то фоткают. Пума. А вон вдалеке лежит, вылизывается. Ух ты, какая красивая кошечка. Лисичка. По крайней мере, похоже. Или койот, что такое. Сейчас найдем. Кто это у нас? Просим не кормить. А, это шакал. Ну, а шакал похожий на лисичку. Вон, видите, пошел. Вот он, шакал, смотрите. Быстро ходит, я за ним не успеваю. О, наконец-то звери пошли. А то я думал, что я их и не увижу. Это вот что-то типа песцов. Ну, жарко им, конечно, в таких шубках. Видите, они вон лежат. Не, ну здесь хоть вольеры и клетки побольше, конечно, чем в Луганске. А вот, наконец-то, лисичку, которую я всех тут зверей лисичками называл. Вот она, рыжая, спит. Ну, конечно, сейчас обед. Но благо, что нету жары такой сильной. В принципе, по тенечку довольно-таки комфортно гулять. Так, а это у нас обыкновенная лисица Сангло. Другая какая-то. Вон, видите? Пытается дверь, отхитрил, а? Пытается дверь открыть. Там, видать, еда. Пытается дверь открыть. А вторая вон дрыхнет на лавочке. А, с этой стороны сурикаты. И он пытается к сурикату
Чудо. Аджиш. Че они их так расселили, интересно, хищников рядом? Ну, эти сурикаты бегают. О, тут тоже сурикаты. Маленькие. А вот еще и сурикаты. Здесь, правда, не так хорошо видно, но тоже бегают. Здесь он, лисица спит. Привет, рыжий хвост. А вон корсак. Это какая-то как маленькая лисичка. Спит в тенечке. Ну, они ночью, наверное, здесь бегают, шумят. А это у нас ушастые совы. В тенечке спрятались. Да, конечно, не так у них тут много места, чтобы прятаться от солнышка. Вообще интересно, как-то вольеры сделаны. А где у них, интересно? Обычно у них типа домиков тоже что-то есть. Обыкновенная пустельга сидит. Через сетку плохо видно. Да, здесь как-то свет неудачно падает на клетке. Тенечек бы был, ничего не видно. Соколы идут, соколы. А тут вот попугайчики. Ой, они как неразлучники. Ой, 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 смотрите как. Привет, привет. Ой, какие они шумливые. Волнистые наши. Ну, на попугайчиков вы можете в парке Лага посмотреть. Кстати, там вот как-то поинтереснее вот это сделано, клетки. Там поинтереснее, попроще посмотреть. Горлицы, вот знаете, горлицу вблизи. Так они обычно пугливые. А здесь голуби. Голуби заросли виноградом. Так, а здесь у нас еще совы. Вот здесь тенечек, здесь хоть что-то видно. А здесь вон цапелька или журавль, не знаю, что-то вдалеке, плохо видно, вывески нету. Павлинчики на нас смотрят. Скажи, кто это к нам пришел, да? Привет, это вот самочки, а вдалеке вон самец. Эти на дереве сидит. А там другие еще птички. О, а вот поросята. Интересно, это не наши с лагов подарили сюда. Они что-то делали здесь для зоопарка ростовского. Чем-то помогали тоже. Вообще, конечно, большой парк. В любом случае, приехать сюда погулять хорошо. Ну, конечно, местами, мне кажется, вот решетки надо уже обновлять, переделывать, потому что не везде хорошо видно. Ну, еще плюс сейчас, видимо, обед, жарко, и поэтому не везде живность есть. Вообще очень странно сделано. Вот некоторые вольеры просто гигантские, и живность вот бегает, ну, свободно практически, да, вот как вот здесь вот куры черные. А есть вот эти лисы бедные в маленьких вольерах. Как-то так несправедливо. Иду, не знаю куда, но куда-то иду. Даже не знаю, где я нахожусь, но если что, достану карту, посмотрю. А здесь большой вольер, здесь алтайский морал. Вон самочка на солнышке лежит, греется. А самец вон с большими рогами за углом ходит. И не хочет сюда, он ходит, чухается. Не хочет к нам выходить. Об решетку ходит и это, трется. Мух, наверное, с себя загоняет. Ну, шел бы, вот у нас здесь решетка тоже есть, здесь бы потерся. Ой, гляньте, какой большой, красивый. А, красавец. Кто там любит капибар? Вот они, капибары, гляньте. Одна маленькая, одна такая большая. Только что вот они купались. Капибара. Гималайский манал. Ну, здесь я смотрю, что многие уже птички такие, как у нас в лагах есть.
Синий ушастый фазан. Да, у нас все это есть в лагах. У нас хищников там нету. Золотой фазан. О, гляньте, как высоко. Тайнвайнский фазан. Высоко, как залез. Королевский фазан. Господи, 12 фазаны. Будем чепупчишь. Королевский фазан. Ну что, фазанчик, привет. Вот еще фазанчик. Через сетку не очень хорошо снимать. Часто фокусирует на сетку, а не на живность. Куропаточки здесь он внизу. Желтый золотой фазан. Знаете, он как здоровый. Он на попугая похож. Фазанчик. Слушайте, ну этот фазан, не, вот клюв показал, да. А так на попугайчика похож. На алмазные фазаны и голуби декоративные. Гляньте, какие красивые. Золотой фазан еще. А он сверху, гляньте, какого размера голубь ходит. Гигантский. Ой, какой он большой, ё-моё. Да. Как курочка. На пару килограммчиков. Друзья мои, это малая сенегальская горлица. Как наша, но видите, она чуть как-то потемнее и поменьше. Много здесь также вон летних площадок с лавочками, где можно с детьми посидеть, поесть мороженого, водички попить, там перекусить. Конечно, парк сам по себе здоровенный. Ты вот пришел к очередному вольеру. Есть какие-то уточки, не уточки, что-то такое. А нет, это не уточки, это нырки, по-моему. Вот что-то я такое видел. О, здесь решетка побольше, камеру хоть можно просунуть. Вон, смотрите, какие интересные. Ну, вот видите, у них какой здесь вольер, гляньте. И вон озерцо есть. Вон другие еще какие-то уточки. Вот еще какие-то интересные птички. Гляньте, какие у них клювики широкие. Вон, гляньте, как сидит. Какие лапы и какой клюв интересный. А здесь вон уточка в тенечке тоже спряталась. Перышки чистит. О, друзья мои, а это страусы. Привет, большие. Какие огромные. Вот еще один страус лежит, отдыхает. Вот еще один здесь поближе. Да, в парк этот можно даже просто, вот так, знаете, живность, конечно, есть, но тут он большую часть в тенечке и вода рядом. Здесь даже просто так вот, даже если бы здесь не было бы животных, хорошо походить, погулять. Ну, конечно, когда не 40 градусов даже в тенечке. Вот здесь опять фазанчики, курочки, голуби. Все вперемешку. О, это что, индюшка, что ли, вдалеке, не пойму. Гляньте, какая здоровенная. А вот не знаю, видно вам или нет, за стеклом каракал лежит. Тоже на ютубе часто видео попадаются, люди их дома держат. Шипучие такие. Абиссинский рогатый ворон. Гляньте, как он здоровый. И клюв, гляньте, какой у него. Пеликан.
О, наконец-то контент подвезли. Крокодильчик. Ой. Но это еще не очень большой. На видео, как посмотришь, они какие здоровенные. Называется сиамский крокодил. Лежит, греется. А здесь рыбки. Ну, здесь хоть видно хорошо. Слушай, а это он прям вообще не теплый. Вот он, у меня вот такой расцвет. Сюрпризом. У тебя был где-то желание прицепить. Ну, мы его на дачу похоронили. Пойдемте, где людей нету. Много-много разных рыбок. Эти камеры хорошо на 60 кадрах и в темноте снимают. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая она большая. Уже и расти некуда размером с аквариум. Какая-то рыбка интересная. А, это у нее большой двойной аквариум, поэтому место более-менее еще у нее. Видите, рыбки насколько разные, маленькие, большие. Как в Луганске на рынке. Есть похожие какие-то рыбки. О, а здесь каймановая черепаха. Гляньте, какая она. Брутальная. А вот гроза всего, пиранья. Первый раз вживую вижу пиранью. А здесь рядом какие-то барбусы Денисона. Вот, ну тут что-то тут разные рыбы вперемешку. Не только барбусы, видимо. А здесь что-то такое простое. Друзья мои, снимаю только красивых больших рыб. А так тут много разных непонятных, особенно маленьких, которых и не видно особо. О, смотрите, а здесь крокодильчик. Небольшой. Гляньте, какой красавец. Кто-то в Дону выловил и принес. Шучу, конечно. Ну, какая голова здоровенная, гляньте. О, брутальный. Тут он еще какая-то рыбка плавает. Даже две. И вот, гляньте. Сколько ж их разных видов этих рыб-то, а? Вот тоже что-то типа сомика, только видите, другого вида. И помельче. Ну, тоже усач какой-то. О. На попугая похоже. Люди ушли отсюда, теперь можно нормально поснимать. Привет. Ну, гляньте, какая любопытная, а? Ну, здесь хамелеончики. Золотые рыбки. Но это не точно. Подождите, сейчас я вам прочитаю. Китайский. Ну, какая рыба интересная. Пятнистый нож. Ну, а здесь черепашка, гляньте, плавает, какая интересная.
И носик, гляньте, какой у нее интересный. Слушайте, на инопланетянина похож, а не на... На ручки просится. Говорит, забери меня отсюда. Здесь дальше рыбочки пошли. О, еще какие-то крупные рыбки. Ух, какая здоровенная. Темный паук, семейство пираньевых. Ну да. Сразу видно, похоже на пирань. Интересно, они тоже плотоядные? Знаете, так презрительно на нас смотрят. Черепашки. Ну, вот аквариумы, блин, прикольные, мне понравились. Надеюсь, и вам. Пойдем дальше. Даже не знаю куда. Интересно, здесь у них хищники, там тигры, львы, что-нибудь есть такое? Сейчас пойдем искать. О, вот какая-то вроде живность. Павиан, анубис. Далеко? Павианы. Мало не покажется, а он такая жопа. Показывает. Это вам показывает. Это Я так понимаю, здесь вот центральный вход, станция 1 и станция 18. То есть, по идее, надо было идти налево, если отсюда заходить. Так, здесь еще что-то у нас есть. Сейчас жара, солнце, много живности, конечно, попряталось. А, обезьянки еще. это он, наверное, у нее, да, и кажется, ой, фу. Жрет их, и что-то выбирает и жрет. Ой, ужас какой. Белок. Да? Блошек едят. Означает... А сидит спокойно. Вот, друзья мои, нашел схему. Изучаем. Кто сюда поедет, первым делом вам нужно изучить схему, чтобы понимать, куда идти, из какого входа вы, собственно, зашли. Но мы сейчас, наверное, пойдем вот гуси, павлины, лани, тигры, буйловы. Вот туда надо идти. 10, 11. Пришли к амурскому тигру. Ну, что-то попрятались тигры. Вот только вот таблички можно посмотреть. Заботьтесь о тигре. Их так мало. О, гляньте, двугорбый верблюд. Реально, гляньте, какой он большой. Действительно, что корабль пустыни. Здоровенный просто. А это вот красавцы буйволы. Вон какие большие тоже. О. У них у многих линька, видите, они чухаются из-за этого. Зебры. Вот такая чудесная тенистая аллейка. Люди в ней прогуливаются, кто-то на лавочках сидит. Красота. А это вам вид на зубра поближе. Подошел я с другой стороны. Просунул камеру сквозь решетку. А это какие-то тут барашки. Еще они вон и кричат. Он вдалеке маленький стоит. Сейчас замолк. Знаете, какие интересные, разноцветные. Я издалека шел, думал, это два каких-то животных разного цвета лежит, а подошел, это у него низ белый, а верх коричневый. Да, конечно, сам парк здоровенный. Не представляю, как я назад еще на мотоцикле по жаре поеду. Пытаюсь все обойти, ноги уже, честно говоря, начинают отваливаться. Надо где-то сесть, посидеть, отдохнуть. Ой, здесь вон еще что-то, живность какие-то. Рогатые создания. Антилопы, не антилопы. Вдалеке в теньке разлегся леопард, но солнце так падает.
отражается свет, что его, наверное, и не видно. Видно меня, да, который ходит. Вот не доработали. Ну вот, хоть на плакате посмотрите. Вот такой вот он. Там в теньке спрятался. А здесь маленькие мартышки. Одна внизу бегает. Одна вон сверху. Вон еще одна сверху, одна. А где тигр? Тигр дальше. О, я думаю, что здесь все собрались? А здесь слоник. О, какой здоровенный. Песком себя обсыпает. А здесь вон душ устроили, гляньте, можно пробежаться и освежиться. Там датчики стоят, видимо, когда пробегаешь, он включается. И вода выключена. Все, искупалась. Ну что, сейчас высохнет. Думаю, может, мне тоже надо пробежаться. А? Детишки вон все так и смотрят, а мама, нет, не вздумай. Смотри, побежали. Побежали только быстро, Тёма. Ух, я тоже пробежался. Хорошо, освежился, теперь можно дальше гулять. А говорят, купаться нельзя. Оказывается, где-то купаться здесь все-таки можно. Так что приезжаем в Ростовский зоопарк купаться под душем. А вот мы пришли к носорогу. Какой он большой. Привет. Гигант какой. Тут, оказывается, аж 3 слона. Вот слева первый, которого мы увидели. Он еще один в загородке. И вот еще один гуляет. А здесь живет бегемотик. Правда, он нырнул и не выныривает. Сидит под водой, прячется от всех. И вода мутная, его не видно даже. А вот гималайский, наверное, медведь спит. Спит он в тенечке на бетоне. А по соседству медведей вообще не видно. Жарко, все попрятались. Вон еще один мишка лежит в уголочке. Спит. Только мохнатую попку видно и лапки. А вот белый мишка в водичке сидит. Ну, а жарковато ему, конечно, здесь. Ну, зима еще не скоро. Заходим в экзотариум. Здесь всякие... Вот это для стрижа как раз еда, что я вчера искал. Ракушки какие-то. Я спас недавно стрижа, его надо было чем-то кормить. Вот здесь как раз, ой, всякие тараканы. Ой-ой-ой. Правда, их не видно, но они есть. Ой, господи, гляньте. Тараканчики. Жесть. А это такие в лагах есть. Здесь кролики. И большие, и маленькие. Оливковые агутти. Тоже то ли на свинок похоже, то ли на крыс каких-то. О, вот она наконец-то, морская свинка. Хомячки. И у хомячков тараканы бегают. Крыски. Он спят в уголочке.
Ежики. А здесь мышки. Наружки. Да, дорогие мои, вот центральный вход. Отсюда надо было заходить. Тогда бы я при входе увидел бы вот такое чудесное табло. Вот им не мешало бы такое бы табло и на том входе разместить. Хотя, может, оно и было, но я невнимательный. Кошак, гуляющий сам по себе, страшнее кошки и зверя нет. Кс-кс-кс-кс. Привет. Лохматый. Кс-кс-кс. Откормленный идет. Ой, и внимания не обращает, да? Привет. 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 Ну иди, иди. А, самый важный зверь в зоопарке. Сходил, искал я льва, а он, вон он, спит. Да, много животных сейчас отдыхают. У них тихий час после обеда. Дорогие мои, подходит к концу наша прогулка по ростовскому зоопарку. В общем, клевое место со своими нюансами. Вот, но надо заходить, конечно же, с центрального входа обязательно, потому что, ну или надо, по крайней мере, схему посмотреть, чтобы понять, куда идти. Он очень большой. Здесь можно и на животных посмотреть, и на насекомых, и на рыб, и на рептилий. В общем, все здесь есть. Интересный, большой. В принципе, можно и просто здесь отдохнуть, посидеть. Хороший, ну просто хороший большой парк с водоемами. Ну, наверное, надо приезжать во второй половине дня, ближе к вечеру, когда не так жарко. Может, животные тогда повыходят. Ну, либо они в летнюю жару, весной или осенью. Ну, не знаю, тяжело сказать. Это вот завсегдатые, может, подскажут. Ладно, друзья мои, надеюсь, вам понравилась наша сегодняшняя прогулочка. Так что вы подписывайтесь на канал обязательно, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Ну и до новых встреч, до новых видео. А я, короче, погнал за мопедом. Надеюсь, его скоро мне дадут. Все, давайте, пока-пока.